4 года назад на этом канале впервые появился обзор Africa Twin Adventure Sports 2020 года. Проба пера, и я все ждал повода, когда Honda существенно обновит Африку, чтобы сделать нормальный обзор. Я много путешествую на разных тур-эндуро, и это обзор новой Africa Twin Adventure Sports. Когда анонсировали обновление, сразу пошли возгласы: «Все, Африка уже не та». Как по мне, фанаты могут быть спокойными, Honda оставила все, что мы любили в предыдущей версии. Конский вес, тормозной экран, управление круиз-контролем справа и взрыв кнопочного завода слева, неработающее стекло, врущий спидометр. Все как было, не переживайте. Или вы имели в виду 19-е колесо с укороченной подвеской? Я по-честному вот этой необходимости 21-го колеса не понимаю. В каких таких условиях вы почувствуете разницу в 2 дюйма на 250-килограммовом мотоцикле? По той же логике нужно ставить 26-е колесо от велосипеда и выигрывать все эндуро-гонки. Это не так работает. Колеса долго можно не обсуждать, потому что Honda здесь не дожала. И передняя резина чуть уже туристического стандарта, и заднее колесо осталось в 18-м с той же шириной. На 18-м диаметре практически нет резины, которую можно назвать топом для асфальта. Спорт-туристических моделей и вовсе нет, а это лучший класс для асфальтового туризма. У Африки всегда была специфичная мягкая подвеска. Я ее регулярно попинываю, но вообще эта концепция такая, туда же включена концепция гибкой рамы, что, как объясняют инженер Honda, дает меньшую утомляемость водителя. Я никогда не думал о рамах с этой стороны. Бытует мнение, что Honda просто сэкономила на подвеске, выбрав дешевую Showa с тонким диаметром вилки. На самом деле Showa дочерняя компания Honda, как и Nissin, поэтому инженеры Honda и Showa в связке делают что угодно под конкретные модели. За последние 5 лет трижды Dakar выигрывали байки с подвеской Showa и тормозами Nissin. Видел я компоненты и похуже. Электронные подвески Showa используют на всех свежих Tiger 1200. Это особенно интересно, потому что кто-кто, а Triumph не замечены в крохоборстве на компонентах. Во-вторых, Triumph не привязан к конкретным поставщикам, одновременно работает и с Yolens, и с Marzocchi, и с Showa. На прошлом поколении Tigra стояла подвеска VP, сейчас выбрали Showa и для GT, и для ралли. Tiger 1200 – один из самых люксовых адвенчеров на рынке. Наивно полагать, что они просто решили сэкономить. Возвращаясь к диаметру вилки. Для Tigra с тем же весом и теми же ходами Showa делает вилку 49 мм, для Африки 45 мм. То есть буквально самой себе Honda делает подвеску хуже, чем другим. Или тут все же есть концепция? Если взять тур-эндуро от Литра, выпускавшиеся последние лет 10, с более-менее длинноходными вилками, скажем от 180 мм, будет интересная статистика. У всех европейцев вилки 48-50 мм, у Харлея 47 мм, а все, что с меньшим диаметром, это японская школа, либо Африка, либо Супер Тенери. Даже если мы возьмем литровые кроссоверы, у всех японцев без исключения будут тоньше вилки, чем у европейцев. Речь идет о флагманских дорогих мотоциклах с электронной подвеской, и просто подумайте, так ли уж будет отличаться цена в этом случае, если поставить вилку чуть толще. Общее правило такое: чем толще трубы, тем больше жесткость вилки во всех смыслах. Фишка подвески Африки как раз в том, как мягко она едет по разбитым дорогам, поэтому диаметр 45 мм просто уместен. Да, этот комфорт в ущерб управляемости на асфальте, но это не ошибка, а сбалансированный выбор. По концепции это Skyhook, то есть про приоритет комфорта, но с акцентом на бездорожье. При езде по бездорожью эта подвеска старается работать максимально мягко, поглощая все неровности. Подвеска знает, с каким наклоном едет мотоцикл, с какой скоростью, в каком положении находятся колеса, насколько сжата или разжата подвеска, находится ли колесо в воздухе, и может послать сигнал назад для мгновенной корректировки. В нашем случае, если мотоцикл взлетел в воздух, у подвески меняется жесткость демпфирования, чтобы подготовиться к приземлению. Без электронной подвески с такой мягкостью и такой тяжестью Африка пробивала бы подвеску с пинком под зад, но такого не происходит. Я этот сценарий не придумал, инженер Honda в 2 разных местах приводил пример именно такого алгоритма. Еще из интересного, о чем я раньше не знал. В 2018 году на EICMA был представлен прототип Africa Twin с подвеской Showa, которая умела автоматически занижать высоту при остановке мотоцикла. Обещали в 2021 году в серию пустить, но почему-то не пустили.
Это забавно, потому что на Тигре стоит шова с автозанижением, и там преднатяг устанавливается только автоматически. А на Африке все эти концепции отрабатывались, но до сих пор нет даже автоматической настройки преднатяга. Или, например, на всех флагманах давным-давно есть бесключевой доступ, и Honda 100 лет делает даже для малокубатурных дешевых скутеров бесключевой доступ, но у Африки даже в опции нет. Вообще не горел желанием ехать куда-то на бездорожье. Во-первых, эта кабанина даже в версии на механике без защиты, центральной подставки и так далее весит 243 килограмма. В реальности подготовленный байк в самом лучшем случае без груза весит 260 килограммов. Во-вторых, Африка с завода на приключенческой резине. Приключение тут в том смысле, что на нашей сыпучке на гладкой резине мотоцикл не тормозит. Прямо едешь как бы и ладно, но мало-мальский поворот, переднее колесо уходит. Не то чтобы я мечтал провести субботу, подлавливая перед на чужом тяжелом мотоцикле, когда нужно за каждую царапину платить. Тем не менее, я в обзоре гуся обещал вернуться на то же самое место на Новой Африке. То, как глотает неровности и отрабатывает прыжки Африка, небо и земля с гусем при одинаковых ходах подвески. Африка всегда была вот про это. Приятно ехать по любым разбитым дорогам, независимо от размера неровности. Если сравнивать с мультистрадами, где тоже Skyhook, с точки зрения бездорожья мне на Африке подвеска нравится больше. На мультистрадах ощущение, что теряешь мотоцикл, у Африки продолжаешь чувствовать колеса. Не так подробно, как на КТМ, чтобы каждый колосок чувствовался, но все равно есть достаточное понимание покрытия. Так и раньше было, но, видимо, мои смс-ки в Honda наконец-то дошли, и они сделали то, чего я и просил – занизить подвеску. Теперь Africa Adventure Sport стала лучше вести себя на серпантинах и меньше колевать на разгоне торможения. Офигеть, конечно, какая глубокая аналитика. Просто Adventure Sports всегда была слишком тяжелой для серьезного эндуро, а для туризма все их заигрывания в повышенную внедорожность только мешают. Я напомню, что в тысячной Африке Adventure Sports ход вилки 252 мм. Это больше, чем у многих софт-эндуро, не говоря уже о злых тур-эндуро. Куда это, для кого? В новом поколении Африка кроссовером-то не стала, ходы подвески все еще серьезные. Раньше Африке и Adventure Sports требовалась такая длинноходная подвеска, чтобы сохранить их желание мягкой комфортной подвески и чтобы на ней можно было прыгать, то есть чтобы хватало хода для настолько плавного демпфирования. Когда перешли на полуактивную подвеску, в любом случае подрезали ходы, но сейчас достигли логического пика. Видимо, Honda потребовалось несколько лет, чтобы убедиться в работоспособности алгоритмов полуактивной подвески, и больше нет смысла для поглощения ударов и прыжков использовать длинный ход, это компенсируется изменением демпфирования электроникой. Гипотетически возможно создать длинноходную подвеску, которая будет работать на асфальте не хуже. Например, известно, что пружины разных длин, но одной жесткости будут иметь один и тот же период и амплитуду колебаний. Однако в реальном мире подвеска никогда не работает так, как показывают в анимациях. Например, на Дакаре подвеску настраивают под половину бака, и пока бак полный, гонщики замечают, что подвеска работает неправильно. А это речь о лучшей подвеске в мире, которая стоит как мотоцикл. И дакаровскую подвеску настраивают после долгих исследований, если нужно под каждый этап ралли, где условия в узком диапазоне. Что уж говорить о гражданских байках, где подвески гораздо проще, при этом рассчитаны на более широкий диапазон покрытий на разных скоростях, а большинство покупателей в принципе не занимается подстройкой под свой стиль. В итоге длинноходная подвеска все равно или грубовато, или избыточно раскачивает байк. И вот сколько я на разных длинноходных подвесках не ездил, как ни пытался настраивать, все равно в попытке охватить необъятное они проигрывают среднеходным на асфальте. Не в том смысле, что короткие подвески всегда жестче. Нет, некоторые длинноходные подвески достаточно жесткие для асфальта, но тогда они теряют некоторую эластичность. Если брать подвеску не за 5000 евро, а что-то стоковое из реальной жизни, самые сбалансированные подвески, которые хороши и на асфальте, и глотают любые разбитые дороги, с ходом в диапазоне 170-200 мм. Длинноходная подвеска от 220 мм раскрывается, когда нужно поглощать огромные неровности или приземление. Больше никакого смысла такие подвески менее универсальны. Именно за бессмысленность подвески я всегда ругал Африку и Adventure Sports. Опять приведу свой излюбленный пример. На Тенере ход вилки, как у новой Африки и Adventure Sports, а ход амортизатора даже меньше. Согласитесь, возможности этих ходов перекрывают задачи подавляющего большинства, хотя эксплуатируют Тенери явно жестче. Я одновременно взял у Honda на тест две Африки и Adventure Sports на роботе 23 года и 24. Полностью зажал подвеску и там, и по одному и тому же месту ездил с одной скоростью.
Честно говоря, так можно было не заморачиваться, потому что разница ощущается сразу, как только садишься на старую после новой. На старой, как только газ приоткрываешь, мотоцикл избыточно задирает нос, а потом плюхается вниз. И на идентичных торможениях ощущение, что переднее колесо падает в бездну и теряется связь с колесом. И это даже без груза. Чем упитанней двойка и чем больше носков в кофрах, тем ощутимее разница. Можно сухо описать, что у Новой Африки диапазон сдвинут в сторону жесткости процентов на 30. Новая Африка ничем не хуже на бездорожье или разбитых дорогах, потому что я себе слабо представляю, кто и где ездил в самом мягком режиме Старой Африки. По сути, только этот сегмент работы пропал. Но при этом Новая Африка стала удовлетворительной на серпантинах, где Старая Африка проигрывала. Если все зажать, Новая Африка нормально держит дугу, нормально поворачивает, нормально тормозит. Да, это не сбитый 1300 ГС, но, например, Tiger 1200 Rally гораздо более валкий. Новая Африка Adventure Sports на серпантинах где-то на уровне Multistrada V4S. Неплохой комплимент, да? Кстати, это все касается только версии Adventure Sports. Базовая Африка как была с длинноходной валкой подвеской, так и осталась. Нюансов в базовой Африке, которые стоит отметить, два. Во-первых, наконец-то бескамерные колеса, которые раньше были только на Adventure Sports. Японцы отказались от идеи, что это True Enduro. Во-вторых, у худой Африки на некоторых рынках появилась версия с электронной подвеской примерно на 1500 евро дороже. Почему это важно? Чтобы пересчитать все мотоциклы с длинноходными электронными подвесками и 21 колесом, хватит пальцев одной руки трудовика. До сего момента были только Africa Twin Adventure Sports и Tiger 1200 Rally. Два бегемота. Теперь есть худая Африка. По сути, это сейчас единственный мотоцикл в мире с электронной подвеской, который полноценно едет на техничном бездорожье. Худая Африка тоже, конечно, тяжелая, но фишка базовой Африки – баланс. У литровой Африки баланс по осям 49/51, у 1100 Африки 50/50, причем хоть на механике, хоть с роботом. В умелых руках худая Африка всегда управлялась на грунте чрезвычайно понятно. У Adventure Sports жирноват перед, поэтому такого ощущения нет, но с точки зрения эргономики на бездорожье у меня претензий к Adventure Sports вообще никаких, как и раньше не было. Один из лучших по эргономике байков от Литра с точки зрения езды по грунту. Факт. Не слишком широкое седло в передней части, все в нужных местах, ничего не торчит, вменяемая база, короткий трейл. Но нужно привыкать к тяжести, то есть принимать, что байк требует больших усилий для всего. Просто поворачивать, чуть надавливая на подножки, тут не получится. Формула X – мега-центр мототехники и мототоваров на юге Москвы. Слышали это 100 раз, правильно? Подумайте вот над чем. Формула X сейчас наиболее обширно поддерживает мотоспортсменов и мотоблогеров не на словах, а на деле. Вероятно, у вас даже есть выбор, где купить очередную обновочку для себя или мотоцикла. Но уже просто придя в формулу, вы поддерживаете работу любимых мотоблогеров. Увидимся в формуле. Кстати, у формулы есть хороший YouTube-канал, недавно там вышел ролик с советами для путешествий. Если вам нравится моя рубрика советов путешественникам, это довольно близко рекомендую. Вспоминая о комфорте, у мотоцикла есть потенциал, просто нужно чуть доработать. Если вы катаетесь на легальных скоростях, с вибрациями проблем нет. Скажем, на 120-130 км в час на шестой передаче без вопросов. Если ездить агрессивно на более высоких оборотах, вибрации средние по больнице. Уж точно не такие, чтобы начать что-то антивибрационное придумывать. Эргономика расслабленная, даже с высоким ростом комфортный угол в коленях, высокий руль. Для среднего роста стал гораздо удобнее. Из-за укороченной подвески стало возможным немного уменьшить клиренс. Это самый низкий по седлу современный турендуро от Литра с подвесками хотя бы от 180 мм. Конкурировать могут только 1300 ГС и Tiger 1200 GT с правильным автопонижением высоты. Но у Африки профиль седла чуть уже в передней части. Единственный минус – вес. Африку на довольно небольшом угле наклона тяжело удерживать. Обычно в арендных компаниях лимит на пробег 300 км в день. В этот раз был безлимит, поэтому во время теста было несколько дней, когда я ехал по 1000 км за раз. Я точно не страдал из-за седла, и форма мне нравится, но можно улучшить. И стекло первым делом бы поменял. Возможно, для среднего роста оно и ничего, но с высоким ростом просто не работает как нужно. И шумно, и визор к вечеру можно выставлять в галерею импрессионизма. Очень приятная аэродинамика около ног. Потока ветра в колени нет, в отличие от того же гуся. Колени при быстрой монотонной езде по магистрали не устают.
До 180 км в час мотоцикл достаточно стабильный. Дальше чуть побалтывает, что нормально для турендура, да и какой дурак на Африке ездит 200. Двойке, кстати, очень понравился комфорт и плавность мотоцикла, а это мы даже на механике катались. Любую Хонду нужно напильничком дорабатывать, причем эти изменения реально за копейки можно сделать и получить очень комфортный мотоцикл. Но покупая Хонду, вы платите прежде всего за мотор. Двигатель Африки — это как с подвеской, вы либо принимаете концепцию, либо нет. Причем мотоцикл же стоит внушительных денег, около 20 тысяч евро в базе. Добавляешь 10% и привет 1300 ГС, КТМ 1290, Тайгер 1200 и Мультистрада V4. Я уважаю людей, которые осознанно решили купить Африку, понимая, что могли бы купить байк где-нибудь на 160 сил, который Африку как стоячую будет обгонять. Подавляющее большинство покупателей рассуждает только лошадиными силами в пике. Honda вроде обновила двигатель, немного повысила степень сжатия, но и ни на грамм не увеличила пиковую мощность. По факту Африка, несмотря на свой внушительный объем, слабее не то что литров, но даже 900-го гуся, КТМ 890, Tiger 900, Desert X и так далее. Чисто из-за этих невысоких циферок Honda упускает часть клиентов. Где-то там наверху люди понимают, что за эти деньги довольно тяжело продать настолько слабый мотоцикл, но сознательно идут на сложности, чтобы воплотить свою концепцию туриста. У Африки, что литровый, что 1100-й, концепция максимально предсказуемого двигателя. И потенциал изменения мотора они потратили не на то, чтобы, например, просто на всем диапазоне поднять момент и увеличить мощность, как все делают. Не, в Хонде пик момента еще ниже убрали и еще больше сгладили мотор. Он ровный с самого низа и до верха. Чисто на пик мощности не смотрите. КТМ 890 или Desert X как бы мощный, только без низов. На Африке и наслаждаешься вот этой предсказуемостью и как правильно работает взаимодействие мотора с коробкой. Потом многие байки воспринимаются сломанными. В срывной динамике 1290 или Мультистрады не дает даже близко, особенно это чувствуется, когда едешь с пассажиром и грузом. Но мотор крайне комфортный, с запасом тяги всегда. Если говорить именно про версию Adventure Sports, я настоятельно рекомендую версию с роботом DCT. Эти 10 килограммов в бочке с гирями ничего не меняют, а метровые бревна вы на этом мотоцикле перепрыгивать не будете, где можно почувствовать разницу с механикой. Тем более конкретно под Африку DCT специально перестраивали, создавая отдельный внедорожный режим, которого более чем хватает. Сам ровный ритм, в котором Африка предпочитает ехать, идеально подходит для использования роботов, особенно при езде с пассажиром. Такой мягкости и переключений на механике не добьетесь. Сотни тысяч проданных мотоциклов с DCT 15 лет бороздят просторы вселенной. Согласен, сыровата технология, давайте еще подождем. Как замеряются цифры разгона от сотни? Бросается сцепление с высоких оборотов и полетели. Надо ввести стандарт от ковыряния в носу до сотни, что ближе к реальному старту со светофора и становится понятным преимущество низовых моторов. Низовой ровный мотор плюс робот позволяют Африке от 0 до сотни быть быстрее любых ручных мотоциклов в обычных условиях, когда человек на светофоре не стоит с выжатым сцеплением и накрученными оборотами. Причем я на видео кручу ручку плавно. Если крутить резче, байк мгновенно встает в вилли. Вероятно, когда-нибудь появится Africa Twin с опцией e-clutch. Если вы смотрите из того времени и мечтаете скакать по бревнам, возьмите хотя бы e-clutch. Он по цене обычного квикшифтера и всего 2 килограмма, а не 10. Очень классная полуавтоматическая технология без минусов центробежного сцепления. Докопаться до работы e-clutch у меня не получилось. Все четко и понятно, как если бы я сам травил сцеплением в серой зоне. Главные преимущества e-clutch по сравнению с центробежным сцеплением типа Recluse — ультра низкая цена, и с e-clutch можно в любой момент перейти на обычный режим сцепления. Просто выжимаешь сцепление, и электроника отключается. Хочешь — пользуйся сцеплением, не скатываясь с горки вниз. Хочешь — не трогай сцепление никогда, останется только щелкать передачи ногой. В настройках можно даже e-clutch полностью отключать. E-clutch — это просто дополнительные электромоторчики, которые дергают тот же вал, что и тросик. Даже если моторчик выйдет из строя, тросик никуда не денется, это никак не повлияет на надежность мотоцикла. Каждый производитель при проектировании двигателя выбирает, какие свойства придать изделию. Грубо говоря, ползунки двигает туда-сюда, либо ничего не трогает и пытается выпускать один и тот же мотор 30 лет.
Это достаточно новый мотор, который заметно модифицирует, но Honda тупо все ползунки увела в сторону надежности. Я об этом много рассказывал в ролике про Soft Enduro, повторяться не буду. Если взять все факторы, о которых я говорил, и сравнить мотор Африки с конкурентами, понятно, почему он один из самых надежных. Это не случайно так вышло, а концепция мотоцикла, на котором можно узнать, плоская земля или нет. Другие так уже не делают, только Honda и Yamaha. Этот мотор любит невысокие скорости, где он действительно может показывать расход среднекубатурника. Если ехать 150, расход становится выше большинства 1200-х. У Африки наиболее длинноходный мотор относительно всех больших тур-эндуро. Если не вдаваться в теоретические дебри, почему это надежно, с точки зрения путешествий, плюс такой геометрии в том, что если оказался в глуши и надо протянуть максимально долго на парах, можно драматически снизить расход. Более короткоходные конкуренты, и уж тем более тройки и четверки, такого выраженного режима энергосбережения не имеют. Бака обычно хватает на 450 километров, но если нужно, байк проедет 600 километров. Перед итоговыми мыслями немного о делах на канале. Благодаря рекламе и поддержке добрых людей на Бусти и Патреоне хватает бюджета на полноценный тест мотоцикла раз в 2 месяца. Физически я могу выпускать обзоры раз в месяц, но это нужно тянуть на себе аренду, гостиницы и так далее. Для меня какое-то время это будет сложно. Поэтому если не скатываться в обзоры на парковке после часа езды, не рекламировать ставки на спорт и внезапно не начать любить китайские мотоциклы, остается два варианта. Либо немного реже снимать обзоры, либо вы поможете добить на Бусти и Патреоне подписки, чтобы они с рекламой покрывали бюджет на аренду раз в месяц. Вполне реалистичный сценарий, как вам такое предложение? Я никогда не фанател от Африки, и этот байк точно не из моего списка желаний, но модель вызывает уважение. Не зря в названии не только имя, но и отчество. Больше всего меня раздражает, когда чугунную Африку Twin Adventure Sports, которая ощутимо тяжелее того же гуся, рекламируют так, что на ней можно эндурить. Можно, конечно, посмотреть очередного чемпиона, который покажет трюки на Африке, но обычный человек даже с неплохими внедорожными навыками будет страдать. Это огромная туша с высоким центром масс, которую одному не всегда можно поднять. Это не конкурент любых 900-ок, не говоря уже про Туарега или Тенери. У Африки кристально четкое предназначение – экстремально долгие путешествия по любым дорогам, но дорогам. Африка – один из самых комфортных мотоциклов для путешествий по уничтоженным дорогам Азии и Африки. Это выносливый, неприхотливый байк, нетребовательный к топливу, довольно экономичный и распространенный по миру. Африка не дает взрывной динамики, поэтому вряд ли подходит для слишком энергичных людей. Несмотря на свой объем, это спокойный байк для спокойных людей, которым нравится ощущение, что этот мотоцикл не дергается и точно довезет. Пишите, что думаете про байк, или ставьте лайк. Увидимся на Бусти и Патреоне.